Итак, дорогие друзья, всем добрый вечер. Перед вами ящерица. Я немного сейчас стряхну этого красавца или красавицу, чтобы вы увидели, потому что он там что-то натворил, и вот все тут в таком состоянии. Ну, естественно, я там мыть, чистить не собираюсь эту банку, но вам показываю живую ящерицу. Надеюсь, увидели. Я обещала вам, что будет цикл ритуалов, связанный с живыми существами. И, естественно, перед этим буду рассказывать, какую роль эти живые существа играют в магии. Как используются, для чего они предназначены. Здесь немного, пока готовилась, зажгла свечи и забыла, но они уже наполовину сгорели. Но это не имеет значения. Итак, дорогие друзья, вообще в магии используются биологические материи и материалы, огромное количество. Магии вообще многогранно, есть много традиций, обычаи магии. И если когда-то, например, равнинная магия, она в основном ограничивалась своими ресурсами, а равнинной магией называют магию славянскую, то потом со временем эти направления расширились, и элементы вуду просочились в равнинную магию и многое иное. То есть она просто неограничена, многогранна, и знающий человек может на почве уже древних знаний создать свое сильное колдовство, которое будет помогать людям. Ну или сам будет проводить, или будет советовать и так далее. Итак, дорогие друзья, вот он, этот красавец, ладно уж, он замучился просто. Я постаралась сразу же после поимки начать снимать, чтобы он долго не ждал. Но в любом случае, как ни старайся, столько дел и работ, что нет времени. Ящериц вообще в магии очень много в различных таких аспектах используют, точно так же, как и змей, как и птиц, как и перья. Ну, можете открыть, посмотреть алтарь ведьмы. Ну, вообще много у меня таких прямых эфиров, и очень много роликов, посвященных алтарям, атрибуты в магии называются. Можете набрать, и выйдут все эти ролики. Их можно растолоть, перемешать с определенными ингредиентами, не буду сейчас называть, подкидывать в дом врага. Это из серии именно черной стороны магии. И будет определенная месть. Считалось, что если долгая засуха, то смерть ящерицы, причем ритуальная смерть ящерицы, обязательно приведет к дождям. Кроме того, из-за того, что многие ящерицы, не все, многие ящерицы имеют такую особенность взрастить хвост свой по-новому, то есть у них есть это определение, которое в тонком мире считается перерождением, набиранием силы, воскрешением и так далее, то с ящерицей связывали определенные ритуалы, которые помогали регенерировать кожу человека. То есть начитывали на ящерицу, нужно было наложить на рану человека, подержать некоторое время, потом ящерицу отпустить. Кроме того, если ящерицы дрались, то крестьяне брали палку, и этой палкой их разнимали. Потом можно было этой палкой, считалось, что вызывать дождь во время засухи. Было такое поверье ловить ящерицу и пропускать через рукав.
И тогда тело не будет потеть. Оно как бы уносит вот это вот, скажем так, не очень хорошую привычку организма вот потеть, и иногда бывает обильное, да, такое состояние, которое не очень приятно, особенно в молодом возрасте. Иногда протирали живой ящерицей ноги, для того, чтобы ноги перестали, вообще вонь пропала. От головной боли начитывали на ящерицу, ложили эту ящерицу на шапку или на какой-нибудь другой головной убор, и потом надевали вместе с ящерицей. Через некоторое время ящерицу отпускали. И так проходили мигрени и очень сильные головные боли. Очень много всяких, скажем, церемоний, всяких ритуалов. Северные народы облизывали ящерицу, и считалось, что они обретают знания к тому, как себя исцелять. То есть после этого приходит во сне некая сила, которая говорит, какие травы собрать, как себя исцелять. Маленькую ящерицу проглатывали при желудочном заболевании, и она очищала всю эту гниль и выходила. То есть, не буду объяснять, каким образом, я думаю, поняли. То есть очень много всяких разных поверий, которые были связаны с этими рептилиями. Греки, например, имели целый ритуал, построенный на гаданиях на ящерицах. По их движениям понимали, что произойдет. То есть были определенные предсказания. Знающие люди определяли по движению ящерицы, что и как ожидать в следующем году. Талисманы с ящерицами притягивали удачу, так считали. Я считаю, что просто так делать талисман или нарисовать ящерицу, это еще ни о чем не говорит. Тотемные животные, ящерица, если выбиралась ящерица и заговаривалась знающими людьми, то человек мог быть уверен, что у него будет удачливый такой момент в жизни с того времени, как он выбрал тотемную ящерицу. Заговорил, активизировал. И очень много, скажем так, различных поверий. Например, в древние времена для того, чтобы спугнуть воров или ненужных людей, ловили ящериц, заговаривали этих ящериц и расставляли возле дома. Каким-то образом расставляли, чтобы они не ушли. Некоторые привязывали за хвост или за лапу. Вот эти ящерицы часа 2-3 оставались перед забором, перед домом. И считалось, что они отпугивают потусторонних духов, после чего их отпускали. И больше ненужные люди, неприятные личности, незваные гости не заходили в дом этого человека. Одним словом, очень много различных методов, ритуалов работы с ящерицами. Но самая главная особенность ящерицы состоит в том, что у ящерицы есть такая сила, такая возможность проникать сквозь камни, сквозь острые заросли, но оставаться целой. То есть вот эту особенность в магии можно использовать, когда... У меня есть еще ритуал тропой змеи, тоже выводящий человека из трудной ситуации. Эта особенность, дорогие друзья, я вам говорила, что в магии один догмат связывается со вторым догматом, то есть одна истина со второй истиной связывается. И в этом случае в том числе, если у вас начинается преследование, если у вас в жизни постоянные какие-то из ниоткуда возникающие проблемы, если просто запутались, не знаете, как быть, что делать, как найти выход, каким образом вообще разрешить этот конфликт, не знаете, продать этот дом или оставить. Одним словом, вам нужна помощь мира духов, чтобы они так расставили все по местам, чтобы оно само решилось, и чтобы вам не пришлось переживать, думать, как быть в этой или в иной ситуации. Что для этого нужно делать?
Для этого нужно либо ловить, либо купить ящерицу, любую ящерицу, начиная от каких-то экзотических, заканчивая обычных ящериц, больших, маленьких, неважно. Посадить в банку, ну, естественно, там крышки сделать, такие дырочки, чтобы дышал. Зажечь 3 свечи, желательно черный воск. Сказать 3 раза заговор, отпустить ящерицу и кинуть следом 3 монеты. И за короткое время из потустороннего мира, из мира духов к вам придет решение вашей проблемы. Причем придет так внезапно, что вы удивитесь. Кроме всего прочего, гибкая ящерица и сила ящерицы, которую вы связываете со своей энергетикой, она вам поможет пройти испытания, травли и при всем этом остаться целой и невредимой. И вы будете смотреть и наблюдать, как ваши враги друг друга косят, обзывают, кидаются друг на друга, при том, что они собрались, собственно говоря, покончить с вами. И вы с удивлением увидите, что все их усилия и тщетны, и они сами удивятся такому решению. Когда люди свои маски сбрасывают, когда весь мир просто начинает вам помогать, и вы, как та самая гибкая ящерица, проходите сквозь камни, заросли, при этом остаетесь живы, здоровы и невредимы, а все вокруг получают по заслугам. Вот в разных таких ситуациях, нерешимых ситуациях и трудных ситуациях, и в ситуациях, когда вам нужно просто выжить, это я так закрыла, иначе он выползет оттуда, вы можете найти выход из ситуации. Ящерицу можно в любое время, зимой, летом, можно днем провести, можно ночью провести, но лучше в сумерки. Сумерки лучше получаются. Только зимой, если вы отпустите ящерицу, но в каком-нибудь, может быть, парнике или в ботаническом саду, пожалейте рептилию, то есть вот так в зиму она умрет. Это будет неправильно. Вам нужно в таком месте отпустить, чтобы она живая, здоровая ушла. Ушла и вашу энергию усилила, то есть передала вам свою гибкость. И пока она будет проходить сквозь эти камни, вы будете проходить сквозь камни судьбы и уходить, и оставаться целой и невредимой. Что там будет с ящерицей? Прошу глупый вопрос не задавать. Ящерица не будет до 100 лет жить, когда-нибудь она умрет. Но это уже вас не касается. Главное, что вы провели ритуал, отпустили, и эта ситуация разрешится в вашу пользу. Итак, заговор. Читаем 3 раза. Что делать со свечами? Ничего, просто когда догорят вот до маленьких огарков, потушите или гасителем, или пальцами, не дуть и просто выкиньте. В этом случае ничего не делайте. Вы откупаетесь, уже кинув вслед эти деньги. Ящерицу отпускаем за своим домом. В вашем доме он не должен, то есть быть, не должна, извиняюсь. Начнем. Ящерица, дитя матери земли, идешь ты путями узкими, между камней и острых скал, между колючих трав, ты всюду находишь выход. Отдай мне, ящерица, свою гибкость. Как правда то, что ты способна пройти через препятствия, так правда то, что и я пройду сквозь трудности и препятствия, сквозь врагов и травли, и останусь цела и невредима. Одну истину связала с другой, и сила магии пришла мне на подмогу. Идущий да осилит дорогу. Асамир, Адамир, Авракалам. Истинно так. Заклинаю. Ящерица, дитя матери земли, идешь ты путями узкими между камней и острых скал, между колючих трав, ты всюду находишь выход. Отдай мне, ящерица, свою гибкость. Как правда то, что ты способна пройти через препятствия, так правда то, что и я пройду сквозь трудности и препятствия, сквозь врагов и травли, и останусь цела и невредима. Одну истину связала с другой, и сила магии пришла мне на подмогу. Да
осилит идущий да осилит дорогу. Асамир, Адамир, Авракалам. Истинно так, заклинаю. И в третий раз. Ящерица, дитя матери земли, идешь ты путями узкими, между камней и острых скал, между колючих трав, ты всюду находишь выход. Отдай мне, ящерица, свою гибкость. Как правда то, что ты способна пройти через препятствия, так правда то, что и я пройду сквозь трудности и препятствия, сквозь врагов и травли, и останусь цела и невредима. Одну истину связала с другой, и сила магии пришла мне на подмогу. Идущий да осилит дорогу. Асамир, Адамир, Авракалам. Истинно так, заклято. После чего дождитесь, пока догорят до вот этих огарков, берете эту ящерицу и выпускаете на улице или в лесу, где угодно, подальше от дома. Следом кидаете 3 монеты и говорите: бери свою плату. И за короткое время все решится так, как вам хотелось. Сплетни против вас, все что угодно, все решится так, как вам хотелось. Всем удачи и всех благ.